Всем доброго времени суток, вы на канале Геймпедия, и сегодня мы поговорим о всем известной серии игр под названием Grand Theft Auto. Данная серия игр разрабатывалась, а заодно и продолжает разрабатываться на данный момент британской компанией Rockstar, вернее в наше время этим занимается сразу несколько компаний, носящих это название. Но начало серии было положено именно в Rockstar North, которая вначале называлась DMA Design. Стоит упомянуть, что главными членами разработки первых частей серии являются Дэн и Сэм Хаузеры, которые в наше время возглавляют Rockstar Games, являющийся издателем игр от Rockstar, а также Лесли Бензис, в то время занимающийся геймдизайном игр, а сейчас уже управляющий Rockstar North, которая, как я уже и сказал, стала местом появления первой части Grand Theft Auto. Кстати, полное название игры в повсеместной речи используется не так часто, обычно все просто говорят GTA, то есть сокращают название до первых букв. На данный момент серия насчитывает 11 полноценных игр, а также GTA Online, основанные на пятой части серии и нацеленные на полностью совместное прохождение, если не с друзьями, то как минимум с другими людьми со всего мира. То есть эта часть является эдаким ММО-вариантом классического приключения по штату Сан-Андрес. К основным жанрам серии можно приписать экшен, шутер с открытым миром, а заодно и некий симулятор преступника, хорошо переданный разработчиками. Игра показывает суровость преступного мира и все ужасы, которые могут происходить как внутри банд, так и их влияние на окружение. Первую часть GTA можно назвать даже аркадной, ведь суть игры сводится в основном к тому, чтобы подойти к телефонному аппарату, где персонаж получает свое задание, а затем идет его выполнять, причем по мере выполнения задания, а также выполнения дополнительных действий, не всегда даже связанных с заданием, начисляются очки. Для успешного завершения задания нужно набрать определенное количество очков. Но несмотря на такую аркадную составляющую, игра все еще имеет открытый мир и свободу действий. Ведь там, как и в другой игре, можно прогуляться, устроить перестрелку, а затем на всех парах мчаться от местной полиции, периодически отстреливаясь от нее. Благо, с выбором транспорта для ухода от погони проблем нет, так как выбрать можно что угодно, от грузовика до суперкара. Спустя 2 года вышло 2 дополнения, которые добавили еще больше уже привычных миссий. GTA 2 отличается не только от первой части, но и от всех остальных без исключения как минимум тем, что ее действие происходит на момент издания игры в будущем, а именно в 2013 году. Именно в этом году была выпущена всемирно известная пятая часть серии. Местом развития событий является город Anywhere City, который на русский можно перевести примерно как какой угодно город. Прототипом этого неизвестного места предположительно является Нью-Йорк. Здесь присутствуют уже известные по первой части элементы, такие как вид сверху, некая аркадность, а также задания, получаемые с помощью телефона. Погони стали разнообразнее, теперь за игроком будет гоняться не только полиция, но и отряды SWAT, федеральные агенты и армия. Все это зависит, разумеется, от уровня розыска. Именно в этой части серии была разработана система розыска, которой пользуются разработчики и по сей день. Игра основана на 3 районах. Для перехода из одного в другой нужно набрать на счету определенную сумму денег. Сами районы отличаются друг от друга тем, что наполнены различными видами зданий и банд, на которых основаны и сами задания. Всего в игре существует 7 различных банд, с которыми игроку предстоит взаимодействовать по ходу прохождения. Также, в отличие от первой части, в игре наконец появилась возможность сохранения. Происходит это в церкви, при этом каждое сохранение списывает с игрока $50 000. Кроме членов банд в игре присутствуют угонщики авто, а также уличные грабители, которые совершенно не прочь нажиться на игроке. В 2001 году выходит уже куда более известная миру GTA 3, начиная с которой вся серия начинает получать всемирную известность и высочайшие оценки критиков. Третья часть серии значительно расширила возможности предыдущих частей игры. Очень важным отличием является вид от третьего лица, что позволяет еще больше проникнуться нагнетающей атмосферой полного жестокости мира. Задания теперь можно получить не только через телефон, но и напрямую от других персонажей, что добавляет живости в игру. Система розыска еще больше укрепилась, заодно был добавлен вертолет, вылетающий на поиски игрока при розыске в 3 звезды. Открытие новых регионов теперь зависит не от количества денег на счету игрока, а от выполнения заданий. Из-за этого деньги немного обесценились в игре, но при этом исчез элемент, как всегда, скучного гринда ради продвижения по сюжету. В игре присутствуют различные дополнительные задания, позволяющие разнообразить игру и просто отвлечься от сюжета, который был максимально линейным. Еще одним нововведением является 4 лодки-самолет, на которых вполне можно покататься по Либерти-Сити. Именно так называется город, в котором происходят все действия. Прототипом вымышленного города является Нью-Йорк. Если на минуту вернуться ко второй части, предположительным прототипом там является Нью-Йорк, то есть и город GTA 2 может являться Либерти-Сити. Как все помнят, в 2 первых частях серии радио было, мягко говоря, скудным. Там было несколько радиостанций, в каждой из которых присутствовало по несколько песен, и на этом все. Здесь же разработчики решили разгуляться и добавили возможность пополнить этот список теми треками, которые игрок сам загрузит в игру, что позволило слушать то, что на самом деле хочется. В следующем году выходит еще одна часть под названием Vice City, действие которой происходит в одноименном городе, прототипом которого стал Майами. Игра возвращает нас в 1986 год. Там Университи, являющийся главным героем
игры на данный момент отсидел в тюрьме 15 лет за убийство 11 человек. После того, как его выпустили, он возвращается в Либерти-Сити, после чего его босс Сони Форелли отправляет Томми в Вайс-Сити для выполнения нового задания, после провала которого и начинается основная часть игры. По поводу нововведений можно сказать, что графика была улучшена по сравнению с GTA 3. Также появились миссии с погонями и бегом, также была добавлена доставка пиццы в качестве дополнительного задания. Было увеличено количество транспорта, заодно и улучшена их физика и модели. Болтающиеся двери и капот, спущенные колеса, улучшенное сцепление с поверхностью и трассировка пуль явно сделали игру лучше и реалистичнее. В 2004 году вышло сразу две игры. GTA Advance была выпущена на Nintendo Game Boy Advance в качестве эксклюзива. Можно сказать, что она объединила элементы предыдущих частей серии, так как имеет вид сверху, но при этом присутствуют дополнительные задания, а также арсенал из более новых игр. Действие происходит все в том же Либерти-Сити, как и в GTA 3. Кстати, изначально эта Advance должна была быть лишь портом третьей части, но из-за некоторых проблем стала лишь ее предысторией, происходящей за год до событий GTA 3. Второй релиз этого года порадовал явно большее количество игроков. GTA San Andreas захватила сердца практически всех, кто когда-либо играл в нее. В этой части серии мы играем за человека по имени Карл Джонсон, свои же называют его просто CJ. Действие игры происходит в очередном вымышленном штате под названием Сан Андреас, прототипами которого стало сразу 3 города. Для района Лос-Сантос это был Лос-Анджелес, для Сан-Фьеро Сан-Франциско, а для Лас-Вентурас прототипом стал Лас-Вегас. После смерти младшего брата CJ уехал в Либерти-Сити, но через 5 лет все же вернулся обратно в Лос-Сантос на похороны матери. По пути домой его ловит полиция и заставляет работать на себя. С этого момента CJ начинает свою преступную деятельность против враждебных группировок. Даже по сравнению с предыдущей частью это насыщено нововведениями. Теперь можно перелазить через забор, а также карабкаться по стенам. Не как Человек-паук, но это уже достижение для GTA, а также наш персонаж наконец научился плавать. В предыдущих частях при попадании в воду персонаж попросту погибал. Теперь же вовсе не обязательно искать лодку, чтобы доплыть до другого берега. В игре присутствует прокачка навыков вроде силы, выносливости, владения оружием, последний из которых в итоге позволяет стрелять сразу с 2 рук, значительно увеличивая огневую мощь. К тому же при управлении транспортом, при наличии пассажиров в виде членов банды, они могут стрелять по тем, кто решил стрельнуть в вас первым. Теперь можно установить метку на карте, чтобы всегда видеть, в какой стороне находится необходимая цель. Отдельное упоминание достойно персонализации, ведь игра позволяет полностью переодеть персонажа, сменить ему прическу, перекрасить машину, а заодно и поднять их характеристики. Кстати, все эти пункты, кроме последнего, снижают уровень розыска. Заодно стоит упомянуть, что полиция теперь преследует игрока не только на служебных автомобилях, но и на мотоциклах. На PlayStation 2 и Xbox был добавлен режим мультиплеера для 2 игроков. С помощью неофициальных модификаций в наше время вполне можно сыграть полноценную мультиплеерную версию GTA San Andreas. За 2005-2006 год вышло 2 игры от компании Rockstar Leeds, которые получили название Liberty City Stories и Vice City Stories соответственно. Выпущены они были для консолей и мобильных устройств. Liberty City Stories основана на 3-й части серии, и многое на самом деле взято оттуда, включая то, что персонаж не умеет плавать, хоть эта возможность была в San Andreas, выпущенная годом ранее. Главным героем на этот раз является Тони Сиприани, который в GTA 3 лишь давал задание Клоду, то есть протагонисту все той же 3-й части. Игра претерпела несколько хороших изменений, а именно появилось несколько новых автомобилей, была подтянута графика, а для PSP добавили несколько режимов для мультиплеера. В остальном это все та же GTA 3, но с новым сюжетом, завязанным на месте Винченцо и войне с Доном Леоне. Vice City Stories несколько отличается от других частей серии тем, что мы играем не за преступника, а солдата, который, правда, все равно в итоге постигнет прекрасы криминального мира. Виктор Венс, то есть наш протагонист, помогает своему сержанту военной части, после чего его отправляют в отставку. Не зная, что ему делать, Вик обращается к своему знакомому, но немногим позже они оба попадают в засаду Джерри Мартинеса. Выбравшись из этой засады, Вик начинает свой путь продвижения бизнеса и поиска возможности отомстить Мартинесу. Особенностью этой части серии является возможность ведения бизнеса, основанная, например, на рэкете торговых точек, ростовщичестве и грабежах. Постепенно подбираясь к флагману серии, мы поговорим о взорвавшей оценки критиков 4-й части серии. Она оказалась настолько успешной, что на момент начала 2021 года выручка за проданные копии игры превысила $2 миллиарда, а за рекордные продажи в первый день и первую неделю после релиза даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Действие игры происходит в хорошо известном Либерти-Сити, а в очередной раз изучить этот город мы можем с помощью ветерана Югославской войны по имени Ника Белик, который попал в Либерти-Сити ради богатства и мести. Именно за него мы можем познать новые и улучшенные старые элементы игры. Боевая система была переработана полностью. Разработчики добавили возможность прятаться за укрытиями и вести огонь из-за них. Для упрощения ведения огня в игре присутствует автонаведение. Теперь стрельба в различные части тела наносит разное количество урона, а также может
может привести к случайным событиям, как выбивание оружия и падение противника на землю. Для сражений в рукопашную были добавлены 2 удара руками, удар ногой, блок, уворот и даже контратака. Единственный минус это то, что количество используемого оружия в игре было сильно снижено, а именно аж до 15 видов. Еще теперь в игре присутствуют не только обычные метки на карте, а полноценный GPS-навигатор, да еще и с голосовыми подсказками. В дополнение к этому радар получил обновление во время розыска. Теперь полиция не просто съезжается к персонажу, а начинает патрулировать определенную область вокруг места преступления. Еще стоит упомянуть, что при максимальном уровне розыска больше не появляются армии и танки, а всего лишь полиции становится значительно больше. В игре присутствует система отношений с персонажами, которые можно улучшать, выполняя мини-задания от этих самых персонажей. Разумеется, отношения можно и ухудшить. Как хорошие, так и плохие взаимоотношения влекут различные последствия, среди которых как возможность покупки оружия, снаряжения и транспорта, так и игнорирование протагониста при попытках поговорить с ними. Интересно то, что в игре присутствует сразу 2 концовки. Во всех предыдущих частях серии подобного выбора у нас не было. Через год игра получила 2 дополнения, которые можно даже назвать полноценными играми. В дополнении The Lost and Damned мы играем за Джонни Клебица, вице-президента байкерского клуба. До возвращения президента клуба с реабилитацией именно он управлял бандой, но одно из его достижений в виде перемирия с ангелами смерти было стерто после возвращения президента в строй. После чего между бандами снова начинается вражда, на чем в итоге и основан сюжет дополнения. В дополнении были добавлены новые мини-игры и второстепенные миссии, такие как аэрохоккей, армрестлинг и гонки на мотоциклах. Добавлены новые транспортные средства, которые в основном являются мотоциклами, что вполне очевидно из-за тематики. Плюс к этому присутствует 5 новых режимов мультиплеера, также имеющих байкерскую тематику. Появилась возможность встретиться сразу со всеми друзьями с помощью всего одного звонка. Были добавлены контрольные точки для длинных миссий, что позволило проходить их не с самого начала в случае провала. Также в дополнении персонажу нельзя переодеться. Персонажу придется все время проходить в одной и той же одежде с самого начала и до конца. Во втором дополнении под названием The Ballad of Gay Tony мы примеряем шкуру Луиса Лопес, личного телохранителя Тони Принца, того самого Тони, которому посвящено название дополнения. После нескольких ошибок у Тони появляются серьезные проблемы с русской мафией, которые нам и предстоит решить по мере прохождения дополнения. Но введение здесь весьма схоже с первым дополнением, разве что появились возможности, связанные с ночными клубами, а именно танцы, соревнования по употреблению шампанского, выполнение роли вышибала, исполнение желаний VIP-гостей. У заданий появилась система оценки прохождения, причем у каждого задания она своя, при этом все задания даже можно перепройти. Большим плюсом для погружения в игровую вселенную стало то, что основная игра и дополнение к ней происходит не просто в одном месте, но и в одно время, где персонажи периодически пересекаются, создавая видимость одной и той же ситуации с нескольких сторон сразу. Все в том же году для портативных консолей и мобильных устройств вышла новая часть серии под названием Chinatown Wars. А место действия уже привычная Liberty City, но без штата Олдерни и метро, которые присутствовали в 4-й части серии. Основные действия игры происходят в Чайнатауне. Хуану, протагонисту игры, после смерти отца нужно отвести дяде Кенни древний меч для улучшения положения семьи во главе триад. К несчастью, Хуан теряет фамильный меч, а во время его поисков и постоянных войн с другими членами триады он даже достигает почетного звания босса триад в Liberty City. Основные нововведения связаны с оружием и транспортом. При езде на машине можно стрелять из пистолета, а также метать гранаты и коктейли Молотова. В игре присутствует парный пистолет, но для его использования нужно найти либо же купить его. Расширились возможности для угона авто. Теперь есть несколько вариантов угона, а конкретно зависит от авто, выбранного игроком. В придачу ко всему, графика была выполнена в мультяшном стиле. В 2013 году выходит на данный момент последняя часть серии, называемая GTA 5. Если посчитать все игры, относящиеся к серии, эта часть является уже 15-й. Игра стала настолько успешной, что по продажам попала на 2-е место, сразу после Майнкрафта. В игре имеется множество особенностей, присущих исключительно этой части серии. Первой из них является наличие 3 основных игровых персонажей, между которыми можно переключаться во время игры. Более того, игрок вполне может создать своего персонажа для GTA Online и использовать и его. У каждого из основных персонажей имеются особые способности: замедление времени во время езды в транспорте, замедление времени во время стрельбы, а также припадки бешенства, позволяющие наносить больше урона, а получать меньше. В игру был добавлен небольшой RPG элемент в виде прокачки умений во время выполнения тех или иных действий. Особенностью прокачки является то, что опыт для навыка идет только активному в данный момент персонажу. Местом действия игры является город Лос-Сантос, штата Сан-Андрес, который уже присутствовал в GTA Сан-Андрес. По сюжету лучшие друзья Майкл Таунли, Тревор Филлипс и Брэд Снайдер совершили налет на банк. Сам налет прошел успешно, но по итогу Брэд погиб, а Майкл оказался предателем, так как устроил засаду, в которую они и попали. После встречи с Фрэнклином Клинтоном и примирением с Майклом, новое трио начинает свою серию преступлений, дерзость которых
которых постепенно увеличивается, а последний из них приводит нас к выбору из 3 предложенных вариантов. Это уже вторая по счету часть серии, в которой концовку можно выбрать самостоятельно. В игре снова присутствует множество изменений и дополнений по сравнению с предыдущими играми. В отличие от 4 части серии, в игре снова присутствует 6 звезд розыска с прилагающимися танками и армией. Миссии стали значительно разнообразнее, а свою фишку вносит то, что у каждого персонажа присутствуют свои задания. Появился смысл изучать подводный мир, так как теперь там можно встретить обломки кораблей, различные документы и даже НЛО. В игре появилась возможность участвовать в торгах акциями компаний, а если что-то не устроит, то просто устранить конкурентов. В игре впервые за всю серию появилась возможность взаимодействовать с животными, у одного из протагонистов даже присутствует своя собака. Всего в игре насчитывается из десяток различных видов животных. Изменения достигли и оружейной части игры, теперь можно носить сразу несколько оружий одного и того же вида. К тому же все это оружие можно улучшить путем установки различных модификаций на них. В том же году вышла игра, которую вполне можно назвать дополнением к 5 части серии, которая получила название GTA Online. По своей сути это все та же GTA 5, но с возможностью совместной игры на сервере. Здесь и также можно грабить банки, переодевать персонажа, покупать транспорт и недвижимость, но уже не в одиночку, а с другими игроками. Интересно то, что изначально дополнительный контент разработчики собирались выпускать как для одиночной версии игры, так и для мультиплеерной. Однако одиночная игра с того момента не получила ни одного обновления, расширяющей сюжетной линии персонажа, что ранее заверялось разработчиками. Этот видеоролик подходит к концу, мы еще увидимся здесь, а пока что можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий по интересующему вас вопросу или же просто для оценки видео, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.